Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю очень шоколадный торт Орео. Порадует как взрослых, так и детей. Готовится совсем несложно. Торт такой приготовить можно и без планетарного миксера, что я и буду делать в данном видео. Сейчас все покажу и расскажу. Торт буквально тает во рту. Здесь очень нежный шоколадный бисквит. И начнем с бисквита. Итак, здесь у меня 5 желтков от крупных яиц весом 85-90 грамм. Либо же берите 2 очень небольших яйца. Щепотка соли, но лучше не заменять на яйца, будет более ровный бисквит на желтках. Пакетик ванильного сахара, 300 грамм сахара. Будем выпекать в двух формах по 20 сантиметров. Все это перемешиваем. Не нужно здесь ничего взбивать. Здесь 250 грамм миллилитров молока. Порциями вводим, все перемешиваем. Наша задача просто, чтобы растворился сахар. Он растворится сейчас в молоке, и взбивать ничего не нужно, чтобы не было лишних пузырей в бисквите. Порциями вводим молоко. Остаток молока также вливаем, перемешиваем. Теперь я просеиваю туда 220 грамм муки. И 80 грамм какао-порошка. Все это перемешиваем до однородности. 1 чайная ложка без горки соды, пищевой соды, именно не разрыхлителя. Также я ее заливаю 1 чайной ложкой винного уксуса, либо яблочный уксус возьмите, 5,5% уксус. Здесь у меня 50 грамм растительного масла и 50 грамм растопленного сливочного масла. И все это перемешаем аккуратно. И тесто готово. Духовка уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Режим верх-низ без конвекции. В двух формах буду выпекать. Распределяем ровно по формам, чтобы были 2 ровных коржа. И отправляем уже в заранее разогретую духовку выпекаться на 25-30 минут. У меня прошло около 30 минут. Я проверила деревянной шпажкой. Шпажка выходит сухая и чистая. Как только могу дотрагиваться до формы, сразу же вырезаю корж из формы и даю ему остыть на решетке. Как только он остыл до комнатной температуры, я сразу же снимаю с него шапочку, срезаю. Идеально ровный, тонко пористый корж получается и очень-очень влажный, хороший. Пропитывать не нужно. Пока приготовлю кремы, начинку, я их складываю так друг на друга. Можете их также, если не сразу они вам нужны, убрать в пищевой пленке в холодильник. Итак, для первого крема нам понадобится печенье. Минимум 6 штук нам понадобится. Но я же буду использовать 12. Я вам просто показываю для наглядности, что минимальное количество здесь 6 штук. Меньше уже нельзя. До такой мелкой крошки измельчаем. Здесь 150 мл очень хорошо охлажденных сливок для взбивания 30% жирности, 2 пакетика ванильного сахара и 300 грамм здесь у меня творожно-сливочного сыра. Все это просто взбиваю до устойчивых пиков, чтобы крем хорошо держал форму. И сейчас я туда вмешаю уже все печенье. Если же вы используете мало печенья, тогда цвет не будет такой красивый. И у меня 12 штук здесь. Вам нужно немножко добавить по вкусу сахарной пудры. Я не добавляю больше сахара, потому что крем уже и так сладкий от печенья. Укладываем первый корж нижний. И наносим на него половину той порции крема, которую мы приготовили. И аккуратно ее разравниваем. Вы можете это делать из кондитерского мешка, как вам удобно. Сейчас этот корж и остаток крема мы уберем в холодильник. На то время, пока мы сейчас приготовим следующий крем.
убираем в холодильник. Для средней начинки нам понадобится. Здесь у меня вода для желатина, холодная кипяченая вода. 5 листов желатина. Здесь чуть более 8 грамм листового желатина. Либо же берем 8 грамм обычного порошкового желатина и оставляем набухнуть. 150 миллилитров сливок, 2 пакетика ванильного сахара и 500 грамм пастообразного творога. Если же у вас нет пастообразного творога, вы можете пробить всю эту массу блендером, чтобы получилась однородная смесь. Набухший желатин я хорошо отжимаю, чтобы не оставалось излишков влаги на нем. И отправляю этот желатин в микроволновку буквально на полминуты. Многим кажется, что нельзя в микроволновке растапливать, но можно, либо же на водяной бане. Здесь 120 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Все это сейчас немного повзбиваю. Желатин распустился, и тонкой струйкой с края я вливаю распущенный желатин. Это делается все очень просто. Творог, сгущенка и сливки не должны быть экстремально холодными. Хотя бы полчаса, чтобы вы их достали предварительно за полчаса до этого из холодильника. Но они у меня и не теплые. Я поэтому и люблю работать больше с листовым желатином. Он не дает таких комков сразу. Ставлю кондитерское кольцо. Можете его в ацетатной пленке собирать. Я же собираю вот в таких канцелярских папках. Очень удобно и очень просто. У кого нет ацетатной пленки, показываю на этот случай. Наливаю всю приготовленную массу на тот корж, который мы заранее приготовили. Беру где-то 8 печенек и вот так вот разламываю и вставляю. И разравниваю шпателем. И убираю сейчас хотя бы на полчаса, чтобы эта вся масса немножко схватилась в холодильник. А потом уже накрою следующим слоем крема и бисквита. Убираем пока в холодильник. Достаю крем из холодильника, перекладываю в кондитерский мешок. Прошло у меня полчаса. Наношу из кондитерского мешка крем на желатиновую эту массу. Разравниваю силиконовой лопаткой, очень удобно. Но очень аккуратно это делаем, чтобы не повредились эти слои. Укладываю бисквит сверху. Бисквит, заметьте, я ничем не пропитываю. Бисквит получается очень влажный и сочный. И если вы надолго ставите в холодильник, накройте пищевой пленкой в контакт, чтобы у вас не заветрился бисквит. У меня прошла ночь. Торт очень хорошо стабилизировался. Я взбила 100 грамм сливок для взбивания, но это даже много. Можете и 50 грамм взбить. И украшаю по желанию вот так. И украшаю просто печеньем. И торт готов. Если же вы хотите украсить этот торт белково-заварным кремом или мастикой, я советую сначала покрыть под белковый крем этот торт ганашем. Это важно, потому что чтобы не было соприкосновения с такой влажной начинкой. Разрез очень красивый у этого торта получается, очень эффектный. И торт получается очень-очень вкусный, он буквально тает во рту. Порадует всех любителей и печенья Орео, и также шоколадных тортов и вообще десертов. Видите, какой тонкопористый бисквит получается, как он красиво смотрится. И готовится он даже без миксера, этот бисквит. Сейчас, смотрите, надламываю его вилкой. Очень хорошо прослеживаются все слои. Его очень можно аккуратно также взять вилкой. И торт получается действительно очень вкусный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.